Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Я похудела уже на 39 килограмм, и в своих видео делюсь своим личным опытом и, конечно же, рецептами. Простые, доступные практически всем и очень вкусными. Сегодня мы с вами приготовим то блюдо, о котором вы меня очень много раз спрашивали. Сегодня я поделюсь с вами рецептом простого, быстрого, очень вкусного хлеба без дрожжей и без сахара. Это тот вариант, когда вам хочется быстро хлеба или хочется хлеба вашим детям, как случилось у меня, потому что дети требуют. Зрелище у них есть, спасибо интернет, а хлеба нет, значит нужно его приготовить. И я рада, что сегодня поделюсь с вами таким быстрым и классным рецептом. Давайте готовить скорее, все очень быстро и просто. Самое главное, включайте духовку на 220 градусов, потому что тесто готовится моментально. Быстренько рассказываю, что нам понадобится. 500 грамм муки, у меня самая обычная пшеничная, я ее просеяла. 400 миллилитров самого обычного кефира. Конечно же, он должен быть теплым, поэтому вы можете его подогреть быстренько в микроволновке, либо на полчасика оставить при комнатной температуре. И еще нам понадобится половина чайной ложки соли, 1 чайная ложка соды, и я буду добавлять, потому что мы обожаем итальянский акцент, половину чайной ложки итальянских трав. Муку я уже отправила в большую миску для вымешивания. Теперь добавляю наши еще сухие ингредиенты. Это соль, сода и у меня это итальянские травы. Сейчас перед тем, как добавить кефир, мы аккуратно перемешиваем, для того, чтобы все хорошо у нас тесто замесилось, потому что все очень быстро. И начинаем добавлять кефир, и я буду на начальном этапе вымешивать лопаточкой. Сейчас в муку я добавляю весь кефир и немножечко вот так лопаточкой себе помогаю перемешать. Это очень быстрый процесс, занимает буквально пару минут. Вся прелесть этого рецепта в том, что мы не тратим времени на расстойку, хотя я обожаю классический вариант приготовления хлеба. И, конечно, он вымешивается практически моментально. Очень просто, вы видите, я сегодня даже не использую кухонную машину, потому что проще сделать так. И быстрее на самом деле. Вот такой комок теста у меня уже получился. Вы видите, оно все еще немного прилипает к рукам. Но, в общем, наше тесто уже готово для того, чтобы мы сформировали из него красивую булочку свежего и быстрого в приготовлении хлеба. Без дрожжей и без сахара. Тесто готовится практически без замеса, потому что весь процесс занял у меня меньше 5 минут. Для того, чтобы у нашей булочки хлеба была аппетитная хрустящая корочка, мы можем поступить несколькими способами. Я лично присыплю мукой, мне так удобно. Вы можете смазать просто водой, яйцом, молоком, спрыснуть потом водой. В общем, я думаю, каждая хозяйка знает, как это делать, и у нее есть любимый вариант. Мне проще всего присыпать мукой. Поэтому сейчас я сформирую нашу красивую булочку, присыплю ее. И, конечно, не забываем то, что на хлебе нужно сделать надрезы. Сейчас мы все это с вами и сделаем. Доску я совсем небольшим количеством муки присыпала. Почему? Потому что важно, кефирное тесто очень нежное, и не нужно забивать его большим количеством муки. Теперь постепенно начинаю формировать нашу вот такую замечательную булочку. Для корочки сверху я ее хорошенечко присыпаю мукой. Я присыпала лишнюю муку совсем, я стряхнула рукой и перекладываю тесто. Я буду выпекать на своем любимом силиконовом коврике. Вот так аккуратно и нежно я обращаюсь с нашим будущим хлебушком, которому осталось только отправиться в печку. Надрезы я сделаю вот такие. По этим надрезам булочку можно разделить потом будет между членами семьи. Отправляем нашего замечательного колобка в печку. Выпекать такой хлеб на кефире нужно немного дольше, чем обычный. Я буду выпекать около 35 минут. Сколько понадобится вашему хлебу, зависит, конечно же, от производительности, от того, как работает ваша духовка. Может колебаться от 35 до 45 минут. Моя печка печет очень хорошо, и это занимает 35 минут. Увидимся с вами, кстати, через 35 минут и посмотрим, какой красавчик у нас получился. Прошло 35 минут, мне уже так же, как и вам, не терпится посмотреть на наш замечательный красивый хлебушек без сахара и дрожжей и, конечно, скорее показать его вам на разрезе. Вот такой красавчик у меня получился, несмотря на то, что мы делали его просто на кефире, с добавлением соды. Хлеб отлично поднялся. Давайте скорее его разрежем. Вот такая красота
Посмотрите, у нас замечательный просто аромат на всю квартиру. Дети сейчас уже просто в нетерпении, когда же мы снимем и дадим им кусочек замечательного хлеба. Вот такой простой, замечательный рецепт вкуснейшего ароматного хлеба. Я очень рада, что сегодня с вами поделилась. У вас теперь есть еще ваши копилки. Очень простой, быстрый рецепт. Это то, что нужно среди рабочей недели, когда хочется домашнего хлеба. И, конечно, хочется приготовить его очень быстро. А для меня этот рецепт стал тем рецептом, после которого я начала печь уже дрожжевой хлеб, который нужно вымешивать, растаивать и так далее. Поэтому, если вы никогда не пекли хлеб и думаете, что у вас не получится, попробуйте для начала такой рецепт. И посмотрите обязательно рецепт дрожжевого хлеба. А вот здесь появятся наши еще новые видео, потому что мы снимаем много классного, вкусного и очень интересного. Я вам предлагаю их посмотреть. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, простого вкусного хлеба без дрожжей и сахара.